Казалось, мир на мгновение замер, но одно предложение от РМ потрясло интернет. Таиланд. Страна, кратко упомянутая в непринужденном разговоре, но какое влияние она оказала? Взрыв домыслов, эмоций и страстного анализа со стороны поклонников Тхэкука был подобен поиску золота в пустыне. Мирк Поп в очередной раз доказал, что нет ничего слишком маленького, чтобы его не упустить, особенно когда речь идет о двух легендарных именах – Тэхён и Чингук. Бывшие фанаты сразу связали все точки, связали воедино оставшиеся без ответа вопросы, задавались вопросом, было ли это частью давно скрытой головоломки или просто спонтанным инцидентом, затронувшим чувствительную часть фандома. Но для тех, кто следил за Тхэкуком с самого начала, ничто не является настоящим совпадением. Время словно замедлилось, когда РМ, известный своим спокойным и рациональным характером, произнес слово «Таиланд» с легкой улыбкой. Казалось бы, без какого-либо скрытого мотива, но фанаты уловили тонкую вибрацию, напомнившую им о временах, когда Таиланд был местом действия таинственных закулисных историй. Разве не тогда многие моменты, оставшиеся за кадром, были запечатлены в коллективной памяти преданных фанатов? Воспоминания тут же вернулись к годам теорий, таинственным снимкам в Инстаграм, взглядам, слишком глубоким, чтобы быть простым совпадением, и тайным отпускам, известным только искушенным фанатам. Теперь, когда РМ упомянул страну на фоне лихорадочного возвращения BTS, AR/MY почувствовали, что получили новый сигнал копать глубже. Это слово было не просто словом, это была искра. В считанные секунды ленты Twitter заполнились анализами, видеоподборками и серией моментов из Таиланда с участием Тхэкука, с временными метками и пылающими эмодзи. Было ли это способом РМ кодировать? Или признаком того, что то, что раньше отвергалось как фан-сервис, на самом деле имело более глубокий смысл? Фанаты, которые когда-то были скептичны, теперь начали сомневаться, возможно, действительно что-то осталось недосказанным. Близость между Тэхёном и Чингуком всегда оставляла место для интерпретаций, от взгляда, который никогда не лгал, до языка тела, который был слишком синхронизирован, чтобы его игнорировать. Поэтому, когда Таиланд был упомянут снова, фанаты чувствовали себя обязанными восстановить потерянные нити. Дело было не только вместе, но время и импульс, казалось, сформировали этот рассказ. РМ не упомянул никакую другую страну, только Таиланд. Контекст мог быть любым, но выбранная тема остается прежней – место с долгой историей в истории Тхэкука. Каждое предложение перепечатывается, воспроизводится, анализируется почти кадр за кадром. Даже интонация РМ при упоминании Таиланда подвергается тщательному изучению, есть ли определенный тон. Мимолетная улыбка, краткий взгляд в камеру. Все изучается, как будто это секретный государственный документ. Кому-то это может показаться чрезмерным, но для армии, особенно поклонников Тхэкука, это загадка, которую нужно разгадать. Для них в мире BTS не существует совпадений. Упоминание Таиланда не только пробуждает старые воспоминания, оно также открывает новую надежду. Возможно, что-то откроется в нужный момент, через песню, документальный фильм или даже следующую тайную поездку. Похоже, как кусочки пазла складываются воедино, фанаты собирают воедино более масштабную картину Тхэкука, которая раньше была лишь отчасти видна. Таиланд снова в центре внимания, и РМ, осознает он это или нет, запустил механизм домыслов. Онлайн-мир накаляется, появляются одна тема за другой, ТикТок полон последних правок, комментарии вроде «Мы не всегда ошибаемся», «Это сигнал» или «РМ устала это скрывать». Заполонили форумы, даже не фанаты начали задаваться вопросом. Некоторые назвали это гениальной маркетинговой стратегией, другие посчитали это тонкой утечкой. Что бы это ни было, одно было несомненно. Одного слова РМ было достаточно, чтобы разжечь давно дремлющую бурю в фандоме. Эти домыслы еще больше сплотили фанатов. Они делились старыми архивами, чатами в Ливе и клипами из развлекательных шоу, демонстрирующими напряженное взаимодействие двух мэнне. Это было похоже на глобальное коллективное расследование. Они искали не только факты, но и смысл в каждом взгляде, каждом смехе, каждой неловкой, но теплой паузе в разговоре. Любовь к Тхэкуку была не просто одержимостью, это была убежденность в том, что в их отношениях есть что-то прекрасное, искреннее и чистое, что-то за пределами логического объяснения, но интуитивно мощное.
Теперь каждое сообщение от участника BTS становилось предметом исследования. RM открыл врата, фандом не успокоится, пока не появятся ответы или хотя бы новые подсказки. Реален ли Taekook? Таиланд – ключ? Или все это лишь коллективное предубеждение, построенное из фрагментов взаимодействий, слишком прекрасных, чтобы их игнорировать? Одно можно сказать наверняка. Одного слова от RM достаточно, чтобы потрясти мир, и пока фанаты продолжают в него верить, эта история будет продолжать расти не из-за заблуждения, а из любви, которая никогда не устает читать между строк невысказанное. Для внешнего мира это может быть минутной истерикой, но для ARMY это часть пути. Таиланд снова стал незабываемой главой в книге истории Taekooka, книги, которую они продолжают писать вместе. RM может просто говорить. Но фандом слышит это как поэзию, скрытую рифму, которая переносит их обратно в место, где все кажется возможным. Пока интернет взрывается бурей коллективных эмоций, одно убеждение продолжает резонировать: Taekook – это не совпадение. Возможно, это судьба. И любой, кто верит, знает, что дело не в доказательствах, а в вере в то, что каждое совпадение на самом деле может быть преднамеренным сигналом. Один за другим всплывают старые следы, фотографии, когда-то принимавшиеся как должное, теперь рассматриваются через новую призму, старые кадры, погребенные на YouTube, или клипы из старых вариете всплывают, словно крича: «Посмотрите на меня еще раз». Все выглядит иначе после того, как RM упоминает Таиланд, как будто фильтр привычки рушится и открывает дверь для переосмысления. Фэндомные детективы начинают связывать официальные расписания BTS с необъявленными частными поездками. Появляются подозрительные пробелы во времени, есть следы локаций, указывающие на одно и то же место, и среди всего этого название Таиланд стоит, как яркое пятно в конце длинной головоломки. Когда говорит такой лидер, как RM, это не просто пустая болтовня. В каждом слове есть повествовательный смысл. Он знает, какой эффект произведет. Он знает, что фанаты заметят, и все же он упоминает об этом, было ли это намеренно. Была ли это контролируемая утечка? Фандом еще не решил, но ясно одно: благодаря этому все кажется более живым. Даже незначительные взаимодействия, которые когда-то оставались незамеченными, теперь кажутся наполненными смыслом. Момент, когда Тэхён и Чингук делят наушники в зале ожидания, или когда камера ловит их слишком близко друг к другу на концерте, все это оживает с невероятной интенсивностью. В этом анализе нет места совпадениям. Потому что суть веры фанатов гораздо глубже обычной логики. Подобно небольшому землетрясению, вызывающему мощное цунами, упоминание RM Таиланда вызвало волну визуального подтверждения от фанатов. Они откопали клипы их концертного тура по Юго-Восточной Азии. Они отметили, казалось бы, естественные взаимодействия вне сцены. Таиланд больше не был просто местом, а символом скрытых воспоминаний. Время сыграло свою роль. Чем дольше ждали официального объяснения, тем сильнее становилась убежденность. Фанаты начали верить, что несказанное говорит громче, чем объявленное. Молчание стало кодом, и RM, молчанием после этого слова, на самом деле открывал тысячу возможностей. Повествование Taekook разворачивалось словно вымышленная история, слишком прекрасная, чтобы поверить. Это были не просто два айдола, которым посчастливилось быть рядом, а две души, которые чувствовали себя друг с другом как дома. В этой истории Таиланд был священным местом, полным воспоминаний, которые могли понять лишь те, кто следил за ним с самого начала. Неудивительно, что социальные сети были в восторге, видеоредакторы спешили создавать эмоциональные подборки, авторы фанфиков находили новое вдохновение, появлялись новые фан-арты, Taekook на фоне экзотических тайских пейзажей в постельных тонах, передающих безмятежность и чувство дома. По мере распространения новостей пользователи сети за пределами фандома задавались вопросом: кто такой Taekook? Что значит Таиланд? Как одно слово может изменить онлайн-мир за считанные минуты? Последовала межфандомная дискуссия, превратившая влияние одного момента в большую культурную волну. После этого RM больше никогда не упоминал Таиланд, но, возможно, ему это и не нужно было. Одного слова было достаточно, чтобы вновь разжечь страсть, надежду и веру тысяч людей, которые всегда смотрят глубже поверхности. Они верят, что лучшие истории любви не объявляются публично, а скорее читаются по маленьким знакам среди суеты мира.
Среди бесконечного шторма интерпретаций и жарких дискуссий всегда звучал один голос. Это не фантазия, это не совпадение, это история, которую невозможно заглушить. Таиланд теперь стал символом того, что их история еще не закончилась. Возможно, RM не выдал секрета, а лишь косвенно дал фандому разрешение продолжать верить. В мире Текука чудеса творятся шепотом, а не криками, мимолетными упоминаниями, а не громкими заявлениями. И кто может винить тех, кто видит в них смысл? Потому что они цепляются не просто за слова, а за чувства. Когда RM упоминает Таиланд, интернет взрывается от восторга. Это происходит не потому, что фандом слишком чувствителен, а потому, что они знают, в мире BTS, что каждое предложение имеет свой смысл, и за одним единственным названием страны может скрываться история любви, которую еще предстоит рассказать.